нужно начинать с зарядки. Кровушку разогнать, чтобы работать хорошо. Выспались. Сейчас идем завтракать. Вот это наш отель. Отель Атлантик. Не холодно, но и не тепло. Градусов 10, солнца нету. Но вроде по прогнозу завтра-послезавтра будет солнце. Хотя нам-то какая разница, мы на выставке целый день. Пошли. Das ist Hauptmarkt. Ну или по-русски Рождественская площадь. Тут у них всякие ярмарки происходят. И вот сейчас народ тут раскладывает продукты. Сейчас по кругу побежим, посмотрим, что тут у нас. Красиво. Еще бы солнышко. Вот когда тепло и солнышко, здесь вообще красотень. Прям реальная красотень. Но все равно получите общее впечатление. А вот... А, так это Лоренс-Кирхе. Нет, это не Лоренс-Кирхе. Это не Лоренс-Кирхе. Ну, они все у них одинаковые. Да, мы завтракаем в тесном, можно сказать, семейном кругу. Оксана, представитель Карелии, Игорь Федорович, главный мегабосс, Наташа, Тюмень, ну и я. Так, погулять просто вышел. Меня просят, это совершенно справедливо, делать зарисовки. По ногам не надо ходить. Делать зарисовки архитектурные, ресторанные и прочее. Пожалуйста, вот переходим речку, которая протекает прямо посередине города. Я обалдею от этих крыш черепичных. Прям такие классные. И причем вот это все восстановлено уже после войны. Молодцы, они любят свою историю, восстанавливаются. Вот на Лоренс-Кирхе вышли, теперь уже днем. Сейчас покажу. Красивая. Идем по магазинам. Вот это улица магазинов. В принципе, здесь в центре все улицы магазинов. Куда ни глянь, одни магазины. У нас законный день шопинга. Первый. И единственный, потому что потом на это просто времени не будет совершенно. Вот пришли мы в первый магазин, где будем закупаться. Верл. Надо мне кружку купить, а то я хожу как бомж, смеются все надо мной. Смеетесь же? Тут такой памятник забавный, я сейчас покажу. Очень странный. Я, конечно, люблю Германию, люблю немцев, но иногда их извращения заходят, на мой взгляд, слишком далеко. Ну вот сами оцените. Надо в гугле почитать, что это такое. На мой неевропейский взгляд выглядит несколько странно. А, это грехи, похоже, да. Обжорство, зависть, прелюбодеяние и еще что-то такое. Точно, точно, точно. Ну, тогда все встает на свои места. Надо почитать. Да, да, точно, оно и есть. Bestimmt. Красиво облака летят над башней. Кажется, что башня падает. Если долго стоять и смотреть на нее, у
особо чувствительных натур кружится голова. Смотрите, сейчас будут падать. Красиво же? А! Вчера целый день в небе провели, а все равно летать хочу. Сделал для себя открытие. Оказывается, я не зря немецкий учил. Я сейчас себе выбирал куртку в течение получаса. Продавщица по-английски вообще не говорит. Я совершенно спокойно с ней... А, серьезно говорит по-английски? Она серьезно говорит по-английски. Да. А мы просто обе с ней стояли, тебе подсказывали слова и ждали, пока ты договоришь. Вот, а я говорил с ней по-немецки. Мы друг друга поняли прекрасно. Такие дела. Задача выполнена. Новую куртейку себе купил. Теперь можно и детям что-нибудь взять. Папа же в первую очередь обеспечивать себя должен, а остальное по остаточному принципу. Значит, алгоритм покупок в Германии, когда я на выставке, следующий. Вот есть такое замечательное креслице, облюбованное мной в течение многих лет уже. Наташа меня в это креслице сажает и получает список, что мне надо и моим детям, и идет. А я тут сплю. А я закидываю вещами. А она потом закидывает мне вещами, и потом я иду на кассу. Мне такой шопинг очень нравится. Ну, в общем, выбрала я вот курточки. Думаю над цветом. Вот. Устав от трудов праведных, Эдик спит. Сейчас будем выбирать, что же мы себе оставим. Эдик. Эдик. Будем выбирать. Ну, набрали детишкам всякой херни. Будут довольны, надеюсь. Хорошо иметь много детей, да? Да. А сейчас пойдем по другим магазинам. Уличные кафешки. Что-то мы как-то немножко ошиблись. Холодно сидеть, лучше внутрь пошли. Ну ладно, сели и сели. Тут какой-то митинг идет. Не знаю о чем. Ну, народу как-то немного. Я просто вспомнил, в прошлом году был митинг какой-то нацистов, националистов, не знаю, против турков. И я подхожу... Вот видите, Путина тоже не любит. Против турков. И я подхожу, рядом турок стоит, слушает. Я по-английски спрашиваю, а митинг-то про что? А он так лениво говорит, да, мусульман хотят выгнать. И стоит дальше, смотрит. Потом все разошлись спокойно, без драк, без всего. Цивилизация, что тут? А, вот это, наверное, судя по музыке, за турков. Что интересно, немцы не поддерживают. А вот и полиция. Все под контролем. Вот там замок. И мы там много раз были, но я специально для вас, наверное, сделаю усилия, доберусь туда. Там красиво. Показать. И вкусно, Наташа говорит. Ну, да, там стейки классные, точно. А мы туда сегодня не пойдем, наверное. С удовольствием. С удовольствием. Отлично. К нам Франциско присоединился. Вот он. Наша команда все растет и растет. Все-таки мы идем в замок, как я и обещал. Покажу вам замок. Там красиво. Стейки на камнях. А вот, кстати, обратите внимание, Оксана целиком поддерживает шефа. Как только она увидела, что я купил себе красную куртку, она купила, блядь, по такого же себе цвета пальтишечка. Вот там замок наверху. Well, you shouldn't be polite while giving me cash. You can give me cash anytime. I will put it on YouTube, you know. Okay, going upstairs. And by the way, I would like to say that it's difficult for me to type the subtitles in English. It's much easier for me to type subtitles in Russia. So I think I will speak in English because it's easier for me, and then it's much faster typing Russian subtitles.
I have lack of time here. What, Svetlana? Aha, I see. So that's the castle I was talking about, and there is a very good restaurant over there. And there is an incline about, I would say, 20 degrees, and I'm very surprised. I'm going for sport. I have 6 trainings a week, but I still feel difficult climbing that incline. You see? Over there. Okay, that's the old castle. Now we'll go to a restaurant in that castle. That is the restaurant I was talking about. You see, that's a night. Where should I sit? I like this restaurant. Perfect space here. Yes. Do you mind me watching? Haben die... So Pilz? Pardon me? Pilz? No, we asked alcohol, 2 alcohol-free beer. Ja, so nicht alkoholisch und ein Pilz. Ah, ja. Нефть. No. Pilz. So, Lagerbier? Nee, Lagerbier? Ja, alkoholfrei. Ja, Achtung, heller Oh, it's for you. Yeah, here. Tea. Tea for tea. We got some beer, and some of Edgar haters can say hello. Ed always say that he doesn't drink, but he drinks beer. And for you, I'll show. What is it? It is. Where is it? Yeah, it is traditional alkoholfrei. Also, das ist alkoholfrei Bier und ich trinke nicht Alkohol. Und etwas, ich trinke alkoholfrei Bier. I did it with Swedish language. Yeah, in 2 weeks I spoke Swedish. And I remember something in Swedish also, like... Jag kan prata svenska. And I remember that your partners were impressed Yes. about the new vocabulary that they usually never use. Yeah. And what I wanted to say, this very funny thing that there are 5 people here, and we are from different countries. Francisca from Argentina, we are from Russia, but we use different languages to speak, and it's very funny. And it doesn't matter for us, for all Russians, to speak English, and that's for those who say that why Ed you make your video in English? Okay, learn languages and you will understand everything. That's a really good thing. So, steaks. That's why we're going here in that place. You see, the steaks. Oh, okay. Francisco reminded me the steaks from Argentina. And so they bring you the plate, and there is a stone here, and the stone they keep in the oven with the temperature plus 450 degrees for 12 hours or 18 hours, something like that, for a long time, so it keeps a good temperature. And then they bring you raw meat, and you fry it on that stone yourself, just cutting piece by piece and eat. And that is fantastic, and unfortunately the camera cannot tell you the smell of it. But taste. And taste. And you should believe me, that's a fantastic taste, and I wish you were here with me. Just have a look. Nom nom. Okay, we'll show you the process of frying the meat. You see? Just cutting it, the piece you want,
And you see it is completely raw inside. And just You can fry it. yes, and you can fry it to the. And the interesting thing is that the temperature of the stone is not very high, and it is impossible to over fry it. So it doesn't matter how long you will keep the meat on the stone; it will be completely fried in the right way. You see how it works? Nyam nyam. So we woke up to the castle, and that's the highest point we can walk, and that's the tower which you saw from beneath, and the Deutschland flag, and here is Nuremberg. That's, I think that's the highest point of Nuremberg, so you can see the part of the town from here, and that is, so over there is Lorenzkirche, and that's the Hauptbahnhof over there. So unfortunately you cannot see too much in the night, but I doubt that tomorrow I will have time to climb here. But if I have, definitely I will. Ha! Oksana is playing with a selfie stick. Well, and actually I think that's the stupid thing in the world. I think too. So, The easiest way to make a selfie. so making movie of yourself is the same stupid thing. So Oksana bought new boots, and they are very slippery, and you see the incline is very, I don't remember that word in English, whatever. So it's difficult and dangerous to come down. I like such lightning on the trees. Really? Now we go to the Hauptmarkt.